Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Леонид Швец. Я по понедельникам в своем видеоблоге а, пытаюсь поделиться с вами мнением россиян о России, мнением тех россиян, чей голос не может быть услышан в России. Ну, в частности, потому что говорят СМИ, научных организаций, гражданских организаций, а с некоторых пор и физических лиц получили статус иностранного агента, ну, что фактически ставит крест на их профессиональной повседневной деятельности. Такая же участь постигла и социолога Виктора Бахштайна. Виктор занимается социологией повседневности. Это очень интересная такая отрасль социологии. Ну вот с некоторых пор он иноагент. И вот как он откликнулся на это в своем Фейсбуке. Список иностранных агентов включает не за искренность, порядочность, мужество, непримиримость или иные личные качества, столь ценимые отечественной интеллигенцией, а за подрыв государственной монополии. Агент сегодня – это что-то среднее между самогонщиком СССР и пиратом в XVIII веке. Первый подрывал алкогольную монополию, второй – монополию на насилие в море. А сегодня независимый журналист подрывает монополию на правду, а независимый исследователь монополию на истину. Я рад, что за несколько лет успел отобрать и поддержать 3 десятка сильных исследовательских проектов, пишет Виктор Бахштайн. На выходе 500 отличных академических статей. Это немного, но достаточно, чтобы государство сначала объявило иностранным агентом нашу лабораторию, потом ФОМ и, наконец, меня лично. Если в оптике государства исследования есть политическая диверсия, то это проблема государства. А мы продолжим делать то, что умеем – исследование. Ветераном среди иностранных агентов в России является исследовательский социологический центр Левада-центр. Его многолетним директором был Лев Гудков, сейчас он научный руководитель этой организации. И вот как он поделился своими результатами своих наблюдений и исследований в одном из интервью. Вот как он отвечает на вопрос, почему российское общество так снисходительно к тому, что их страна ведет войну, и почему российские солдаты так себя ведут на войне. Претерпелись к насилию. По нашим данным, исследованиям, 25% сталкивались с незаконным поведением полиции и администрации. 10% прошли через пытки или угрозу пытки. Соответственно, тот опыт насилия, он передается по общественным, по личным каналам. Это насилие воспроизводится в семье, на работе, в других областях. Если представить себе просто степень ожесточения людей, мы просто об этом не говорим никогда, а масштабы этого чудовищные. Примерно каждый 20-й мужчина имеет лагерный опыт в большей или меньшей степени в России. Я уже не говорю там количество людей, прошедших через армию. Если вы просто представьте себе, что такое, какая степень государственного насилия. Если из 30 лет постсоветского существования России примерно около 20 лет она вела войны. 3,5 года. Первая Чеченская война, 9 лет. Вторая Чеченская война, война в Сирии, 8 лет войны в Донбассе, теперь нынешняя война и так далее. Это милитаристское сознание, оно дает вот эту вот диффузную агрессию в людей. Люди гордятся тем, что они могут заставить уважать себя через насилие, через насилие к другому, демонстрируя свой статус, свои возможности и прочее. Отсюда такое хамское отношение властей к населению. Вспомните, как
чиновники называют людей, которые выходят с протестом, нищеброды там, и прочее, прочее. Что такое насилие вот с точки зрения социологии? Это не просто физическое принуждение, это лишение другого ценности самодостаточности, признание за ним собственных достоинств и отношение к нему как к объекту того, чего хочет от него насильник. Об особенностях русского характера, которые порой дают токсичные всходы, рассказывает на своей странице в Фейсбуке Олег Ликманов. Это очень известный филолог, литературовед. Вот какой весьма красочный эпизод из своей биографии, можно сказать, научной биографии, приводит он на своей странице. Уже довольно давно, лет 10 тому назад, на банкете после одной филологической конференции в Новосибирске ко мне подошел незнакомый и довольно пожилой человек. «Как же я счастлив познакомиться с вами, ведь вы большой ученый из Москвы, пишете великие книги, а мы, провинциалы ничтожные, прозябаем здесь и занимаемся всякой ерундой». «Я, к сожалению, люблю вас пускать в хвост», — пишет Ликманов, «но тут мне сделалось тошно. Уж слишком преувеличенными были эти похвалы. Слишком подобострастно вел себя этот несчастный человек. К тому же, по опыту я был почти уверен, что произойдет в скорости. Оно и произошло. Думаете, вы там великие, а мы тут пигмеи?» Спустя час с небольшим, выпив несколько рюмок водки, кричал мне все тот же человек. «Да если бы я жил в Москве, я бы уже не такую херню писал, как ты». Я давно заметил, что комплекс неполноценности и мания величия часто ходят рука об руку. И прекрасно, ужасно сочетаются друг с другом. И, конечно, речь не о столичных жителях и провинциалах, речь об очень и очень многих россиянах, вне зависимости от того места, где они живут. Многовековая привычка к рабству, пишет Олег Ликманов, зависть к Западу, к Америке, вообще ко всем, кто живет лучше нас, прекрасно, ужасно, перетекает в русском человеке в кичливость, в крики об особом русском пути, особой русской духовности, русских спасителях, освободителях мира, разумеется, миром по достоинству неоцененным. Думаю, что именно это губительное сочетание в русском характере и дает возможность ничтожному негодяю Путину, мучимому теми же комплексами, заручившись поддержкой населения, творить то, что он творит в Украине. Коллега Олега Ликманова, Михаил Эпштейн, тоже филолог, тоже литературовед, тоже очень известный и авторитетный в своих кругах и за их пределами, в своем материале на иноагенте и СМИ, запрещенном в России, «Радио Свобода», разместил текст под названием «Почему мы в Украине?». Филолог обращает внимание на такое свойство русского языка, которого нет в других европейских языках. Это способность к образованию безличных конструкций. Нет, скажем так, нет, такое свойство есть, просто оно чаще встречается в русском языке. Способность к образованию безличных конструкций. Русский язык предпочитает описывать действие, как если бы оно совершилось само по себе, некой безличной силой, в отсутствие субъекта. Эпштейн приводит пример. Да? «Мне хорошо спится, ему совсем не пишется, парня убило молнией». Создается мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому разумению. Причем эти события, которые человек не в состоянии до конца постичь и которыми он не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем хорошими, как и судьба. То есть в механизмах русской грамматики, обращает внимание филолог, содержится такой фатализм. Избавиться от своей субъектности, перенести ее подальше от себя, найти иностранных или иностредовых агентов своих действий. Это характерно, да, и иностранных агентов своих действий. Это общая установка и языка, и российских разговоров. Это грамматика снятия ответственности. Какое отношение это имеет к Украине, спрашивает Эпштейн. Незадолго до смерти Юрий Нагибин, советский писатель, написал в своем дневнике:
Люди часто спрашивают самих себя, друг друга, что же будет. Тот же вопрос задают нам с доверчивым ужасом иностранцы. Что же будет с Россией? А ничего ровным счетом ничего. Будет все та же неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем – фашизм. Я обращу ваше внимание, что эту запись в дневнике Юрий Нагибин сделал в 1994 году. Продолжаю его цитату. Неужели это возможно? Самая большая вина русского народа в том, что он всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни о чем не раскаиваемся. Может, пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игралищем лежащих вне его сил. Удобная, хитрая, подлая ложь. Все в России делалось русскими руками. С русского согласия. Сами и хлеб сеяли, сами и веревку намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были нашим роком, если бы мы этого не хотели. Что им добавляет? И Путин. Вот почему мы в Украине. Не только ученые исследуют российскую повседневность, пытаясь докопаться до причин всего происходящего. В последнее время, в последние дни, в последнюю неделю нашумело исследование Шуры Буртина, журналиста, который опубликовал на другом запрещенном издании и на Агенте, на Медузе свое исследование под названием «Войти во мрак и нащупать в нем людей. Почему россияне поддерживают войну». Это исследование достаточно объемное, и оно сильно именно тем, что передает голоса живых людей. Я еще не могу здесь его воспроизвести, лучше ознакомиться с самим. Еще раз, Медуза, Шура Буртин, «Войти во мрак и нащупать в нем людей». Журналист вместе со своей подругой-социологом ходили по Москве, спрашивали случайных людей, что они чувствуют по поводу войны в Украине. Цитирую: «Нам казалось, что происходит такое безумие, что должны задуматься все. Половина людей отказалась разговаривать. С другой обычно удавалось поговорить довольно подробно, а позже я разговаривал с людьми в Калужской и Костромской областях. Всего мы провели больше полусотни интервью. Никакой репрезентативности тут нет, мы хотели лишь сами что-то почувствовать, войти в этот мрак и нащупать в нем людей». Один из завершающих абзацев этого материала. Люди в России привыкли считать войну сакральным опытом, который может смыть все и вернуть их к какому-то подлинному смыслу, к самим себе. Им кажется, что война освободит их от того, в чем они оказались. Вся страна повторяет слова про денацификацию, демилитаризацию, освобождение. Напрашивается мысль, что эти слова возникли не случайно. Люди действительно подсознательно хотят этого, но не могут получить. И выражают в виде агрессии к тем, кого считают максимально на себя похожими. Россия делает с Украиной то, что хотела бы сделать с собой, пишет Шура Буртин в своем исследовании «Современная Россия». С вами был Леонид Швец. Берегите себя, сохраняйте душевное равновесие. Всего вам доброго.